будем делать пиццу с беконом, с очень вкусным тестом, воздушным, нежным и тонким. Итак, что нам для этого нужно? Берем водичку. Водичка должна быть чуть теплее комнатной температуры, чуть-чуть теплее. Берем масло, здесь у нас 50 мл, и мы половину вот из этого на глаз приблизительно выливаем в нашу водичку. Берем муку и начинаем замешивать тесто. Замешиваем тесто чуть жиже, чем на оладике. Сейчас я покажу, как это. Вот чтобы оно было жидковатое, не такое, как на оладике, чуть-чуть тянучее и густоватое, а такое жидковатое. Но желательно без комочков. Если маленькие комочки при замешивании у вас будут, не переживайте, ничего страшного. Так, смотрите. Вот. Вот такое тесто должно быть. Видите, оно жидкое. Обязательно посолите. Посолить. Вот. Чуть-чуть комочки есть небольшие, но это не страшно. Хорошо, отставляем. Теперь берем дрожжи. В дрожжи я положила чайную ложку сахара. Берем водичку и будем разбавлять водичкой, тоже тепленькой, чуть теплее комнатной температуры, дрожжи. Значит, должно все превратиться в однородную массу. Вот так. Обязательно немножечко добавить ложечку муки, чтобы получилась такая более однородная масса, чтобы дрожжи начали растворяться вместе с мукой. Вот так. Вот, смотрите, буквально чуть-чуть, слегка. Когда вот так вот полностью дрожжи немножечко растворились и получилась вот такая вот кашица, выливаем это все в наше приготовленное уже тесто. Так, таким вот образом. Все хорошенько перемешиваем. Вот так. Так, хорошо. И теперь досыпаем муки, чтобы замесить уже гуще теста, как на оладике. Но не всю. Потому что тесто должно немножко подняться перед тем, как класть в нее всю муку. Хорошо, вот так вот хорошо перемешиваем до однородной массы. Уже комков у вас должно не быть. Комочков уже должно не быть. И полностью должно тесто впитать муку и быть однородным. Значит, смотрите. Вот оно, видите, какое тягучее? Вот посмотрите, вот. Вот это тесто как на оладике, даже чуть гуще. Гуще, чем на оладике. Теперь его надо отставить на другой стол. Может быть, возле какого-то теплого места, а можно и нет. И просто оставить минут на 10-15. Оно все покроется пузыриками и начнет немножечко бродить и подходить. Чуть-чуть начнет сходить. Вот как раз за эти 15-10 минут мы с вами порежем овощи. Начинка для нашей пиццы. Берем кетчуп, какой-нибудь вкусный, который любят у вас дома. Я беру всегда с паприкой, пару столовых ложек. Если вы любите острое, любите острую пиццу, возьмите чили или какой-нибудь острый кетчуп. Или покладите в любой кетчуп чесночок, такой вот тертый или мелко подробленный. Тоже будет острый. Это для тех, кто любит острое. Я сегодня взяла маслины, можно взять оливки или маслины, что у вас есть. Бекон, потому что у нас сегодня пицца с беконом. И видите, я беру такой бекон, чтобы было много мяса и поменьше сала. Потому что, когда много мяса, он вкуснее. Не сало плавится на пицце, а мясо. Хорошо, и перец, болгарский перец. Я делаю без помидор, потому что делаю с кетчупом. Но вы можете сделать без кетчупа и с помидорами, если вам не нравится кетчуп. Не все любят кетчуп. Если вы не хотите кетчуп, то порежьте просто помидоры. Хорошо, почистим нашу перчинку и нарежем кружочками. Почистим внутри перчик. Надо вынять всю серединку. Все семечки убрать. Вот так вот, смотрите, он чистенький внутри получается. Вот такой чистенький. Хорошо, теперь нужно порезать. Порезать нужно не толсто, порезать нужно тоненькими кружочками. Сейчас покажу как.
Так, смотрите. Смотрите, вот так вот. Вот так, я думаю, видно. Вот таким вот образом, такими кружочками режем перец. Я люблю перец, поэтому я кладу много перца. Я просто люблю болгарский перец. Но вы положите столько, сколько нравится вам. Если вы вообще не едите перец, ну не кладите перец. Это не обязательно. Но это пицца с беконом, и она делается с болгарским перцем. Поэтому тут уже дело вкуса. Если вы принципиально какие-то продукты не любите, конечно, не кладите их. Хорошо, дорезаем перчик. Оно начало слегка подходить. Еще раз его перемешиваем. Видите, уже образуются такие пузырики небольшие. Вот. Хорошо, высыпаем оставшееся тесто на стол. Ну или там, где вы будете вымешивать. Немножко вот так вот разравниваем. И высыпаем все тесто на муку. Теперь всю эту муку обволакиваем в тесто. Вот так. И начинаем вмешивать. Это 500 грамм муки здесь было, как в рецепте. Надо полностью умешать. Тесто, вот когда вы будете мешать, очень нежное такое. Поэтому аккуратненько вмешиваем вот эту всю оставшуюся муку. Оно должно полностью ее поглотить. Хорошо, мы полностью вмешали всю муку в тесто. Оно еще слегка липнет к рукам. Вот видите, вот липнет. Берем еще жменьку муки и притрушиваем ей стол. Вот так вот. И еще раз чуть-чуть его вот вмешиваем, чтобы не так сильно липло. В рецепте идет 500 грамм муки, но у всех же мука разная. Вот, и поэтому вот 500 грамм муки идет в замес, а еще жменьку или две, чтобы тесто чуть не липло к рукам. А может быть и нет. Может быть, если у вас мука хорошая, сухая, может быть она и 500 грамм и достаточно будет и не будет липнуть. Поэтому плюс-минус 100 грамм муки, чтобы вы знали, то больше, то меньше. Хорошо, чтобы тесто чуть-чуть не липло. Вот видите, еще немножечко. Теперь берем наше масло, которое вот у нас осталось, и выливаем его на стол. На стол. И теперь все наше тесто обволакиваем вокруг в масло. И пытаемся это масло вмешать. Вот как муку мы вмешивали, точно так же и в масло вмешиваем в тесто. Чтобы оно стало полностью сухое. И стол, и тесто. Вот все вмешали. Тесто полностью сухое, не липнет к рукам. Но если после того, как вы вмешали все масло, тесто у вас липнет к рукам и к столу, еще продолжает липнуть, то добавьте еще горсточку муки и еще раз вымешайте в муке. Такое бывает из-за разницы муки. Хорошо. Теперь присыпаем стол мукой. Вот так. Кладем тесто наше комочком. Вот так. Да? Тесто присыпаем чуть-чуть сверху. Вот таким вот образом. И оставляем его минут на 10, чтобы тесто просто полежало. Можете накрыть его чем-то, но я не накрываю. Вот мукой присыпаю, и тогда нормально. Оставить минут 10, чтобы оно просто полежало. И можно готовить пиццу. Вот такой вот простой легкий рецепт теста. Тесто полежало и отдохнуло минут 10. Теперь все вокруг присыпаем мукой. И муки присыпаем, ну так, немало, не пожадничайте. И под тесто муку. Хорошо. Теперь берем скалку, тоже ее в муке, и раскатываем. Значит, раскатываем что-то в виде наподобие круга, приблизительно по объему, по вашей форме. Сейчас покажу, как я делаю, а как вы будете делать, ну, решите сами. Значит, смотрите, приблизительно у меня круглая форма, я раскатываю приблизительный круг. Вот так, приблизительно. Беру формочку, над тестом присыпаю ее немножечко мукой. Вот так. Теперь переворачиваю формочку и приблизительно пытаюсь понять, какой у меня объем, чтобы было более точно. По вот этому кругу я отрезаю. Ну, я же говорю, у всех формы разные, поэтому можете делать так, как вы привыкли, как вам удобно. Вот этот остаток теста можно сложить и убрать в морозилку. Да, не удивляйтесь, в морозилку. Пленку в пищевую, в пакетик заверните плотненько, положите в морозилку, с ним ничего не случится.
В следующий раз, когда вы захотите готовить пиццу и не будете хотеть возиться с тестом, вы просто достанете готовое тесто, еще раз его немножечко помнете, чтобы оно, оно разморозится, помнете его, возможно, добавите чуть-чуть масла, чтобы было такое, вот знаете, более эластичное. И можно готовить пиццу, поэтому очень удобно делать это тесто, оно выгодно тем, что можно его хранить в морозилке. Хорошо, откладываем. Убедитесь, что внизу тесто никаким образом не прилипает. Я бывает, что вот так вот поднимаю и еще раз мукичку. Так, хорошо. Теперь я использую две скалки. Одну большую, как вы видели, одну вот такую маленькую. Если у вас нет маленькой, делайте все большой. Но смысл маленькой в том, что я внутренность раскатываю тонко, а края оставляю толстенькими. Я края не раскатываю. Толщина должна быть 0,5 сантиметра. Приблизительно я вот так вот пробую на ощупь, чтобы было 0,5. Хорошо. Теперь перекладываю тесто на мой лист. Вот таким образом. Значит, смотрите, видите, края, которые я не катала, получились потолще. Как раз тут такое углубление под пиццу. И остатки обрезаю ножом. Хорошо, берем кетчуп. И выкладываем кетчуп. Буквально 2 ложечки. И смазываем нашу поверхность. Хорошо распределяем весь кетчуп по длине пиццы. Значит, еще раз повторюсь, если вы противники кетчупа и не любите кетчуп, то возьмите обычные томаты, порежьте их кружочками и покладите вместо кетчупа. Так, но тоже много не кладите, они ж пускают сок, поэтому имейте это в виду. Так, вот смотрите, вот этого достаточно. Вот здесь было 2 столовые ложки. Так, хорошо. Вот так. Так, теперь берем перчик и выкладываем наши перчинки. Вот так. Вот так. Чтобы все поместилось. Хорошо. Теперь очень важный момент. Я выкладываю бекон вот такими вот кусочками. И между ними оставляю расстояние на 1 кусочек бекона. Вот так. Теперь мы берем сыр. Сыр я всегда тру на крупной терке. Он тогда красивее плавится. И сыр нужно тереть перед тем, как вы будете его посыпать, чтобы он был свежепотертый. Хорошо. И в промежутках между беконом мы насыпаем сыр. Вот столько сыра, сколько вы хотите. Если что-то на бекон попадает, не страшно. Но я стараюсь, чтобы не попадало. Тогда бекон, вкуснее, он так чуть поджаривается. Поэтому сыр кладу между. Хорошо распределяем сыр. Вот так. Вот тут по краям пиццы, чтобы был сыр. Вот так. И выкладываем просто оливки или маслины, что вы приготовили. Я вот так вот выкладываю, как мне нравится и сколько нравится. И это без разницы, знаете. Можно вместо оливок, тоже, кстати, вкусно, такой вот, знаете, огурчик маринованный. Тоже очень-очень-очень-очень вкусно. Так, немножечко вот тут внутри можно так вот побольше сыра. В принципе, вот. Наша пицца готова к тому, чтобы ставить ее в духовку. Разогрейте духовку обязательно. Пицца ставится в горячую духовку. Духовку на 200 градусов, пусть хорошо проколется. Ставим пиццу 20 минут и пицца готова. Смотрите, наша пицца испеклась. Смотрите, бекон весь немножечко поджаренный. Это очень вкусно. Оливки такие припеченные. И сыра много. Несмотря на то, что мы не покрывали его классически, как на всю пиццу. И мне так нравится больше. Поэтому попробуйте, может вам тоже понравится. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго, пока.